Всем привет! Сегодня мы отправляемся в невероятную экскурсию на Семиландские острова. Приготовьтесь увидеть много солнца, изумрудной воды и отличного настроения. Поехали! Спасибо! Спасибо! Ну что, мы приехали на соседнюю провинцию Пхангна, на пирс Тапламу. И уже от него сейчас мы отправимся на первый остров. Всего Семиландские острова – это 9 островочков, на которые мы как раз сейчас поедем. Что, мы приехали сюда, нам только что все рассказали, что нам нужно делать. Дали вот такой вот розовый браслетик. И тут такой даже есть магазинчик, можно купить, смотрите, какие-нибудь очки, шляпы, все что угодно. Даже, смотрите, можно такие майки с длинным рукавом купить, чтобы не обгорать. Это очень полезно, может быть. Тут у нас такой шведский стол, сэндвичи различные и какая-то каша. Также, смотрите, есть чай, кофе, какао и сладости. Все, что нужно для того, чтобы с утра взбодриться. Хоть чуть-чуть. Даже есть вот свежевыжатый сок, что очень здорово. Ну и смотрите, можно взять в аренду ласты 600 бат, а также полотенце за 300 бат. Если вы вдруг забыли, вот все тут есть. Ну и также можно посмотреть, что на острове можно делать, что нельзя. Тут у нас все указано. Поплавали и отправляемся на остров под номером 8. Там мы с вами сходим в зависимости от погоды на смотровую площадку «Парус», а также на 2 островах увидим никобарских голубей, варанов и летучих лисиц. Нас забрали с нашего отеля, получается, где-то в 5:50, и мы, получается, где-то час с лишним ехали до этого пирса. Нас забрали, прям было абсолютно темно, и уже когда мы сюда приехали, случился рассвет, и уже так, можно сказать, ждем, когда нас пригласят на борт. Экскурсию мы заказали у Phuket Tropical Tours. Почему? Потому что здесь есть русскоязычные гиды. Это впервые, когда мы едем на экскурсию, и можно узнать во всех подробностях и деталях на русском языке. Это большой плюс. Если вдруг вас переполняет счастье, вы туда его аккуратненько кладете, завязываете и матросикам отдаете. Мне с Алексеем отдавать не нужно. Всего хорошего путешествия! Спасибо! Спасибо! Пожалуйста, не прыгайте. Вам кажется, что это просто, на самом деле чаще всего при прыжке все опасные ситуации происходят. Смотрите, нам повезло, мы приехали на этот пляж абсолютно первый. Видите, еще ни одного нету катамарана, и мы идем вглубь острова, нам должны его показать. Там есть закрытое бунгало, острова вообще закрывают для всех. Стараются бетонировать и асфальтировать, где люди живут. Почему? Потому что змеи, скорпионы, скалопендры никогда не выходят на открытое пространство. То есть вот здесь вот в лесу, в этой чаще все есть. И змеи, скорпионы, скалопендры. Но пока вы ходите по дорожке расчищенной, вы никого не встретите, потому что никто сюда не выходит, кроме варанов. Варанов, да, можно встретить прямо на дороге. Они живут в этих норах, иногда можно подсветить, посмотреть, бывает близко. Днем они неактивны, они прячутся, ночью они выходят. Вообще они норы копают для того, чтобы туда упала разная живность. Всякие червячки, личинки, все туда падают, они это поедают. Вот здесь есть еще одно очень интересное дерево, называется оно таорам. Тайцы его раньше использовали для того, чтобы смазать стрелы и убить врага. То есть оно для
человека ядовитая. Хотя на вид немножко походит как кот. Там по лианам ползал. Вот, в принципе, она меня 85 килограмм вполне себе держит. То есть можете сфотаться даже, пока никого нет, пока рейнджера не видел. Вот. А так в целом, конечно, по деревьям мы не лазаем, по камням тем более не лазаем, потому что они острые. Обезьяны, ленивцы, много-много кто живет на второй ярусе жизни, чтобы противостоять хищникам, которые бывают внизу. Вообще в Таиланде 11 видов бананов, все в основном селекционированные, и 2 вида с косточкой, которые это как раз те бананы, которые дикие. Ну что, нам только что рассказали вкратце о том, какие есть пляжи, как можно двигаться, какие тут есть животные, где можно купаться, где нельзя купаться. Прям все было очень интересно, чуть-чуть вам подснял вот то, что вы сейчас видели. И сказали, что кто есть желающий, мы, конечно, с Машей сразу переглянулись. Мы всегда желающие подняться на смотровую площадку, причем она обычно не входит в программу, ну, мало желающих, потому что там надо прям реально лезть. Те собираются тут через час, и мы туда проследуем. Ну, скорее всего, да, мы пойдем. А так мы сейчас пришли на малый пляж, и именно тут можно купаться только по правой стороне, где есть ограждение, потому что по левую сторону приплывают кораблики, и даже может быть штраф, если вы там будете купаться. А вообще в целом вот территория очень цивильная, все убирают, тут прям смотрят аккуратно, все. Почему? Потому что это прям реально необитаемый остров, тут никто не остается ночевать, кроме рейнджеров. И еще что здорово, что мы приехали на этот остров самые первые, а пока еще нет толпы туристов, вот только одна наша лодка на данный момент. Это остров номер 4. И дальше у нас будет еще остров номер 8, где мы будем подниматься тоже на смотровую площадку. Но там как бы это все по плану. Тут именно смотровая площадка не по плану. Еще что я успел запомнить, это то, что тут огромное количество комаров, но они вас точно не заразят денге, никакой лихорадкой другой. Ну, просто никто ее сюда не завез. Поэтому, когда я услышал, в принципе, даже и перестал их убивать. Единственное, что тут опасно, может быть, составлять вам угрозу, это вараны. Они тут есть, но, опять же, если вы их не трогаете, если вы на них не нападаете, то они вас трогать и не будут. Пока что не видел ни одного варана. Если увидим, то, конечно же, снимем. Еще нам сказали, что на всей территории этого острова есть так называемые дырки, которые как раз-таки делают крабы-отшельники. Тут огромное количество. А пляж, на который мы приплыли, называется пляж Принцессы. Из-за того, что именно на этот остров причаливает кто-то из королевской семьи, полностью его закрывают, даже травят различных насекомых, и члены королевской семьи здесь отдыхают несколько дней. Сейчас мы, конечно же, хотим пойти искупаться, показать вам водичку. Вода просто нереально прозрачная. Песочек тут, конечно, прям как мука. Вот даже отсюда вижу, что дно абсолютно прозрачное. Да? Поэтому давайте будем честны, где вода действительно чистая, это видно сразу. И природа тоже просто невероятная, можно увидеть. Качельки, на них можно фотографироваться, их сразу же там оккупировали. Ну и вот можно уже увидеть, люди начинают подплывать. Если вы любите снорклинг и не очень любите там ходить по острову, то вам первые 50 минут отведены для снорклинга. Если вы больше ценитель пляжа и походить по острову, то вы можете это сделать. Ну а мы сейчас пойдем и будем купаться, а потом расскажем, как водить. По поводу воды даже не знаю, что говорить. Вы все видите на видео сами. Она, конечно же, теплая, и купаться одно удовольствие. Цвет у нее просто нереальный. Как видите, волны имеют место быть, но это никак не влияет на чистоту и цвет воды. Нам просто часто писали, что в Паттайе вода чистая, как слеза, но из-за волн и песка вода кажется немного грязной. Вылезать, конечно, не хочется, но хочу вам показать побольше пляжа, к которому мы причалили. Я, конечно же, вернулся показать отправную точку, куда мы причалили. Тут по-прежнему можно увидеть, что людей абсолютно нет. Белый песочек, красиво. Сейчас хочу выйти на пляж и показать вам красоту. Одним кадром сниму, чтобы вы тоже насладились. Смотрите, просто красота неописуемая. Тут уже людей так чуть поприбавилось. Видно, что далеко не один кораблик причалил, людей стало побольше. Песочек просто идеальный, просто белый-белый.
красота. Сегодня большие волны, но тем не менее это не мешает купаться. Ну, волны такие приятные. Заходишь и вообще вылазить не хочется. К большому сожалению, не разрешили летать на дроне, нужно разрешение. По времени просто не успел на получение. Но обещаем это компенсировать походом на смотровую площадку и видом оттуда. Помните, когда мы сюда причаливали, ни одного человека не было. Сейчас уже, конечно, людей побольше, уже несколько лодок приплыло, и туристы с разных стран. В воде тоже можно увидеть много людей, все купаются, получают просто неистовое удовольствие. Но вид тут, конечно, неописуемый, красота. Я думаю, за полчаса справимся. Ну что, из всей большой группы, вот только мы вчетвером идем на смотровую площадку. Средней физической подготовки достаточно, поэтому мы уверены в себе, мы должны дойти. Солнце, пещера с крокодилами и муцели. Фух. Фух. Нам сказали, что будет просто, но это вообще не просто. Без одной остановки шли, поднимались. И подъем иногда просто вертикальный. Вот просто вертикальный, там иногда не за что браться. Поэтому несколько раз подумайте, подниматься нет. Но когда поднимаешься, смотришь отсюда на виды, конечно, понимаешь, что это все было не зря. Маша фотографирует для Инстаграма. Вот эти маленькие два островка, это Коха-Кохок. Там 7-й остров Копаю, 8-й Коси-Милан. За ним 9-й Бангу, и первые 3 Пуинь, Паян-Хаян находятся там. Вот оттуда мы приехали, 70 километров к Пистопалму, деревня Ланкен, провинция Пханга. А Пхукет находится вот там, примерно 150 километров, если по морю, по прямой. Пришло время и обеда. Белые браслеты, друзья. Это как салат. Вы просто мои продукты. Да, Уже все готовое дают, очень здорово. Также супчик дается острый, не острый и очень острый. Ну, собственно говоря, так выглядит обед. То есть я ничего не накладывал, мне уже дали готовый поднос. Ну, вот можно увидеть. И супчик, смотрите, там мидии, креветки. Ну, в Питере такое, наверное, 1000-1500-2 бы стоило. Ну и, конечно, водичка. Ну что, еды оказалось так много, что просто невозможно все это доесть в одно лицо. И еда такая максимально полезная. Нету там вот на фритюре ничего не пережарено, что-то пареное, что-то вареное. Ну да, если вы хотите вот что-то острое, то вот это вот. Вот это вот. Ну да, я ее не ел. А все остальное морепродукты, все вареное, пареное, прям ПП, ЗОЖ и все остальное. Даже Маша не доела. Впервые такое. В конце обязательно еще помыть нужно. 12 часов 20 минут дня, нам пора уезжать, тут уже такой настоящий аншлаг. Приехал наш корабль и в таких немного экстремальных условиях, потому что волна, приходится залазить. Держит двое тайцев, не могут удержать. Туда выходят черепашки, откладывают яйца. Поэтому плаваем между островом и лодкой.
Мы приплыли на остров номер 9, на него мы не выходим, потому что там черепахи откладывают яйца, мы только будем снорклить. Приехали первые, вот вторая лодка красная. Мы идем снорклить. Ну и, собственно говоря, мы нашли то, что хотели с Машей найти. Живой, настоящий варан. Идет по своим делам. Ему люди не очень интересны, поэтому он не особо хочет с нами общаться. Нашелся еще один варан. Он уже, конечно, побольше. Он уже не такой пугливый, как тот. Но этот совсем не пугливый. Только что вся наша группа увидела рака-отшельника, все побежали его смотреть. И варан стал никому не интересен. Варан довольно большой, 1,5 метра, у него ядовитая слюна и очень мощный хвост. Многие подходили прям 20-30 сантиметров к нему. Я не знаю, люди бесстрашные или у них 10 жизней. Конечно, нежелательно рисковать. Ну, вот я на расстоянии там 2-3 метров снимаю, да, и то как-то так страшновато немного. Да, на этом острове особо так не засидишься, не задеваешься. Мы прибыли на 8-й остров, он называется, по-моему, Семилан, в честь которого и называются все эти острова. Тут нам будет 1,5 часа свободного блуждания, можно подняться как на смотровую площадку, так и покупаться, посмотреть варанов, раков-отшельников, все, что хочешь. Свободное плавание. Ну, тут можно увидеть, что такой же белый песок, все убирают, все смотрят. Ну и вот, смотрите, как в рекламе Баунти. Белый-белый песок, голубая вода. Не хватает только пальмы. Мы с Машей распределились. Я пошел делать обзор пляжа, она пошла вот туда делать обзор смотровой площадки. Ну, тут забираются абсолютно все, и с детьми, и с лишним весом. Проблем нет, очень удобные ступеньки. Единственное, только там очень много народу. А вот где много народу, я не особо люблю там толпиться. Вот мне понравилась предыдущая смотровая площадка, где мы забрались, были там только вчетвером. Ну и вот, сейчас быстренько покажу пляж. Пляж, конечно, вот сказка. Вода просто изумрудная, вода просто вот идеально чистая. Ни бутылки, ничего нету. И в то же самое время можно увидеть, что нету толп индусов, да, нету китайцев. В основном, конечно, наши соотечественники. Ну и да, лучше всего купаться именно по левую руку или же по правую руку, нам сказали. Потому что по середине приплывают лодки и лучше держаться от середины подальше. Именно тут солнце шпарит, конечно, вообще нереально. Я вот иду и чувствую, что прям уже сейчас расплавлюсь. Настолько сильно шпарит солнце. Когда такое состояние, конечно, хочется сразу же бежать, искупаться, потом выходишь, если целый день на солнце, сколько вот раз мы ездили на такие вот экскурсии, всегда обгораешь, абсолютно весь, ноги, спина, руки. Всегда нужно мазаться, конечно же, или же купить рашгард с длинным рукавом. Еще раз сейчас зайду в водичку, вам покажу, насколько она чистая. Просто нереальная чистота. Посмотрите, прозрачная вода. Чище воды вот я реально еще не видел. Ну и чтобы не сгореть, видите, справа люди прячутся в теньке и правильно делают. Сейчас дойдем до вьюпоинта.
Вьюпоинт называется Sail Rock. И сейчас мы пойдем к нему. Проходим по такому красивому мостику. Нам на самом деле повезло, что показали предыдущую обзорную площадку. Ее абсолютно никому не показывают и показывает только наш гид. Поэтому мы напишем внизу, как его зовут. И если вы пойдете именно с ним, то вы тоже можете посетить эту первую обзорную площадку, потому что на второй очень-очень много народу. Вот такой тут вход. Прикольный. Оп, оп. И наверх. Вид, конечно, тут космический, но людей очень много, как я и говорила. Все фоткаются. Вот так вот еще выше. Вот та известная скала, которая является визитной карточкой этого острова. И вон, посмотрите, как сверху круто видно, насколько белый песочек и просто изумрудная водичка. А более чистой воды я вот честно могу сказать, вообще не видела никогда. Поэтому Семиланы — это прям топ. Такое место, в котором обязательно нужно побывать. А это вот такая вот очередь на то, чтобы сделать фотографии. Поэтому мы, конечно, очень умно поступили, что в предыдущей локации пофоткались. Там было всего 4 человека. Место, конечно, прям безумно красивое, но столько народу, прям невероятно много. Поэтому, если берете экскурсию, обязательно берите самую-самую раннюю, потому что за счет того, что даже буквально там на 10-15 минут ваш катер приедет быстрее, то вы не встретитесь с остальными, и, соответственно, вы сможете сделать хотя бы нормальные фотографии. Потому что когда 3 группы таких достаточно больших катеров собираются, то это вообще не очень. Там выстраивается огромная очередь. И, как по мне, никакого особого наслаждения не получаешь от таких невероятных мест. Вот тут таблички, чтобы аккуратней шли. И посмотрите, какая красивая дорожка. Ну и, конечно же, сейчас будет ваша любимая рубрика «Медуза Патруль». На самом деле сейчас никаких медуз нету, но мы общались с русскоязычным гидом, и он сказал, что несколько дней назад тут видели медузу с очень длинными такими щупальцами. Ну, насколько мы поняли по описанию, это медуза-оса, она очень опасная, но, как правило, она не приплывает вот близко к берегу, то есть ее каким-то образом занесло случайным. В основном они плавают где-то вот там. Ну и вообще их любят очень есть черепахи, которые тут водятся, поэтому это редкость. Но вот на данный момент тут никого нет. Видите, все чисто, аккуратно. Водичка просто изумительная. Чем примечателен еще этот пляж, что очень много вот таких вот раков-отшельников, которые бегают с ракушками. Ну, это, конечно, прям экзотика, потому что в основном на всяких городских пляжах вы, конечно же, такое не найдете. Вот еще один рак-отшельник. Да, вот бы все пляжи так очистились, что можно было такую красоту наблюдать. Я честно могу сказать, что впервые вижу такую невероятно прозрачную водичку. Она просто кристально чистая. И ни Панган, ни другие острова ни в какое сравнение не идут. Потому что Семиланские острова — это что-то прямо отдельное, особенное, где нужно обязательно побывать. А единственные 2 минуса — это мало, потому что хочется еще, и прям на целый день с ночевкой здесь остаться. А второе — это то, что мы раньше почему-то тут не бывали. Ведь такое прекрасное место, поэтому очень вам рекомендуем. Чем мне нравятся такие экскурсии? Тем, что все за тебя продумали, все за тебя сделали, забрали прямо с дома, привезли тебя на пирс, там накормили, потом тебя отвезли 1,5 часа на специальной лодке на один пляж, на второй пляж, показали смотровые площадки.
все полностью за тебя сделали. Спустя там 3-4 месяца самостоятельных путешествий, когда ты от и до все сам планируешь, сам там покупаешь, от еды до того, чтобы куда-то приехать, просто испытываешь такое нереальное удовольствие и реальный отдых. Потому что ты прям отдыхаешь, ты не думаешь, куда дальше идти, что дальше делать. Ну и да, могу отметить, что ребята из Phuket Tropic Tours все сделали на славу, мы абсолютно ни о чем не беспокоились. Впервые мы в Таиланде путешествуем с русским гидом, и это, конечно, небо и земля. Когда тебе англоязычный гид говорит, ты понимаешь примерно 40%, и то, что иногда понимаешь одно, а на самом деле как-то по-другому. То тут ты всегда можешь переспросить, тебя понимают, ты понимаешь, и это, конечно, классно. Также можем посоветовать гида, как его зовут? Алексея, именно тем, что он может вас отвезти на уникальную смотровую площадку, куда, я так понимаю, другие гиды не водят, потому что нет такой хорошей физической подготовки. И действительно отсюда не хочется уезжать, хочется тут остаться еще хотя бы на день, на два, возможно, даже и на 3. Но, к сожалению, нам уже скоро надо уезжать. По-моему, это уже наша лодочка подплыла. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Все, приехала наша лодочка. Нам пора отправляться уже до дома, без остановок. Сейчас 14:51. И, в принципе, экскурсия заканчивается. Должны быть в 4-5 дома. Еще останется время на поработать, поделать дела. А людей тут уже довольно много. Когда мы сюда приехали, напоминаю, никого не было. Практически. Смотрите, я уже думал, все, надо идти домой, но нет. Еще у нас легкий ужин. Шашлычки, что-то тайское. Ну и, конечно же, сладкое, кофе, какао, чай. Все есть. 3-й прием пищи за день. Представляете? Все, едем домой на том же мини-басе. Одни из самых первых поехали. Должны доехать без пробок. Да? Спасибо за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!